Что едят в Литве? Топ-5 самых известных литовских блюд. Всем привет! В этом видео я расскажу вам про самые известные литовские блюда, которые стоит попробовать. Несмотря на то, что они также считаются самыми вкусными, я признаюсь вам, какие из них мне не нравятся. Итак, насколько я вижу, литовцы, как и белорусы, очень любят яства из картофеля. Поэтому первое блюдо, которое я советую вам откушать, это цепелины. Впервые я их попробовала в далеком 2003 году, когда гуляла на свадьбе у католиков в городском поселке Островец Гродненской области в Беларуси, и с тех пор полюбила их всей душой. Они отдаленно напоминают клёцки. Цепелины – это главная кулинарная достопримечательность Литвы, которую должен попробовать каждый турист. Выглядят они как большие картофельные дирижабли с мясным фаршем внутри, но есть цепелины с творогом и с грибами. Цепелины отваривают и подаются сметаной и хрустящими шкварками, с луком или грибным соусом. Это уже на ваш выбор. Чаще всего подают порции из двух больших цепелинов, так что если вы хотите попробовать что-то еще из литовской кухни, советую вам заказать половину порции. Цепелины сытные и не маленькие. Изредка их обжаривают. Это уже на любителя. Следующее мое любимое литовское блюдо – кибинай, кибин. Это национальное блюдо караимских татар, издавна живущих в Литве, в основном в городе Тракай. Кибины – это вкусные горячие пирожки в форме полумесяца из песочного теста с мясным фаршем или рубленым мясом, свининой, бараниной, телятиной, птицей. В Вильнюсе чаще всего кибины продают с курицей, но есть и с грибами. Выпекают их в духовке и подают горячими не только в кафе, но и в супермаркетах, где есть своя выпечка. Кибинай отдаленно напоминает русские пирожки, но в пирожках тесто мягкое, в кибинах же оно песочное, а значит гораздо вкуснее. Говорят, что самые вкусные кибины можно отведать только в Тракае, на родине литовских караимов. Я была на экскурсии в Тракае, но так получилось, что это блюдо я там не попробовала. Что ж, будет повод съездить туда еще раз. Ведь замок в этом городе, озера вокруг замка и природа в целом очень красивые. Третье блюдо, о котором я хочу вам рассказать, это жемайчу блиной. Если честно, оно больше похоже на пирожки, чем на блины. Название блюда происходит от слова «жемайтия», топонима одного из этнографических регионов Литвы. Блюдо готовится из вареного в мундире картофеля, пропущенного через мясорубку, с начинкой из отварного молотого мяса, с добавлением пряностей и пассерованного лука. Из картофеля формируются плоские пирожки и обжариваются на сковороде. Подаются они со сметаной или с соусом из нее. Скажу честно, это блюдо мне не нравится. Я пробовала его лишь однажды в кафе на рынке, возможно, там его приготовили не очень вкусно. В общем, если у меня есть выбор, я всегда предпочитаю цепелины. Это моя любовь. Если вы пробовали жемайчу блиной, напишите в комментариях свое мнение, нравится оно вам или нет. Четвертое блюдо – это суп шалтибарщи. Он очень похож на белорусский русский холодник, но немного вкуснее. Наверное, это потому, что в Беларуси мы часто делаем его на воде. В Литве же он готовится на кефире большой жирности. К этому супу отдельно подается горячий запеченный картофель или пюре. Иногда в суп добавляются копчености. Простое сочетание свеклы и кефира, немного свежей зелени и овощей. Привычные и доступные ингредиенты, а результат получается настолько ярким, вкусным и сочным, что не соблазниться просто невозможно. Обязательно попробуйте. Это самый легкий и невероятно освежающий суп. Можно сказать, символ лета. Особенно приятно его есть в жару. Следующее блюдо – суп в хлебе. Настоящее кулинарное чудо. Отдаленно напоминает грибной суп, ведь готовится он с лесными грибами, обычно с белыми,
подается в горшочке из ржаного хлеба. Как его готовят? У небольшой буханки вкусного ржаного хлеба срезают верх и вынимают весь мякиш. В получившийся горшочек наливают грибной суп и сверху прикрывают его крышечкой из ржаного хлеба. Выглядит это очень необычно. Хлебный горшочек из-под супа такой же вкусный, как и сам суп с грибами. Но, если честно, хлеба слишком много, поэтому это блюдо все-таки больше подходит для туристов, чтобы произвести на них впечатление. А сам суп-пюре неплохой. Ну а если вы любите сладости, то советую вам на десерт купить торт шакотис, хотя правильнее сказать, что это вкусное песочное печенье. Дорогие мои, если вы уже пробовали литовские блюда, или вы литовец, литовка, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие блюда ваши любимые. Возможно, вы даже посоветуете попробовать совсем другие блюда. Спасибо за просмотр. Пока!